oğlumu ben nasıl koruyacağım bilmiyorum. Oğlum kimden kaçıyor? Bilmiyorum. Benim canımın canı gitti. Benim abim öldü. Ben ne yapacağım? O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım. Sen katili bulursan ne yapacaksın? Bu herifler yaptığının bedelini ödeyecek. Hiç kimseyi öldürmeyeceksin. Çok özlüyorum abim. Kızıma dokunanı yaşatmadım. Yaşatmam. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что сделает Аля, когда окажется перед Джиханом после того, что она узнала? Как отреагирует Джихан, когда узнает об инциденте с Халисом? Убедятся ли Джихан и Аля в том, что госпожа Фикри говорит правду? Что скажет Джихан, когда Аля будет винить себя, думая, что это из-за фотографии, которую она отправила своей матери? Будет ли раскрыто, что Халис оклеветал госпожу Фикри? Кто и почему Аля и Джихан будут защищать Денис? Сможет ли Джихан защитить Денис и Алью, несмотря ни на что? Расскажет ли Джихан своей матери и брату, что именно Халис убил Барана? Что сделает Джихан, чтобы заставить Халиса заплатить за содеянное? Умрет ли Аскан? Поправится ли Нари? Воссоединятся ли Нари и Шахин? Отпустит ли Демир Зерин, узнав, что она беременна от Каи? На кого эта госпожа Фикри наставила пистолет и заявила, что не оставит в живых никого, кто тронет ее дочь? О чем будут говорить Джихан и Аля, когда останутся наедине? Случится ли у Майн выкидыш? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан держал подальше от своей семьи всех, кто, по его мнению, может навредить Халис и Денис, убившим Барана, и чтобы он в полной мере прожил с Алией подавленные в себе чувства, а также чтобы ребенок Майн не смог осуществить задуманные им коварные планы, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Аля нашла в своей сумке, оставленной в больнице, фотографию Фикри с Халис-беем, она сразу же позвонила ему. Однако когда Фикри Ханем не ответила на звонок, чтобы не лгать ему, она подумала, что он снова попал в тюрьму, и пошла к Халис, после чего сразу же отправилась в тюрьму. Пока Фикри и Халис спорят, Халис говорит, что Халис стал причиной смерти Барана и злится, в то время как Халис говорит, что он сказал ей, где они находятся, в обмен на деньги. Все поверят мне, потому что ты не настоящая женщина. Аля услышит все, что она скажет. Аля в гневе пойдет к Халис и закричит: «Это ты все виноват. Ты убил Барана». Джихан, услышавший, что Аля выписалась из больницы, пришел за ней, и пока Аля просит объяснений, Джихан также услышит, что она сказала. Сначала Джихан не верит услышанному и спрашивает, почему Аля здесь. Когда он настойчиво спрашивает Алю, почему она здесь, Аля внезапно чувствует себя плохо и падает в обморок. Поскольку в этот момент Джихану пришлось заботиться об Алие, он повернется к Халис и крикнет: «Мы разберемся с тобой позже». Мисс Фикри будет очень беспокоиться об Алие, и они с Джиханом быстро уберутся оттуда. Джихан немедленно отвезет Алью в больницу и осмотрит ее. Они приедут в особняк, когда Аля немного поправится. Несмотря на то, что Фикри пытается убедить Алью и Джихана, что она рассказывает все факты, они не смогут ей доверять. Госпожа Фикри позвонит Халису с тюремного телефона и включит громкую связь, чтобы он мог поговорить с ней. Однако Халис поступит хитро и подумает, что Джихан и Аля его услышали, и скажет, что Фикри Ханем дала адрес Барана в обмен на деньги. Когда это произойдет, Фикри Ханем окажется в очень сложной ситуации перед своим зятем и дочерью. Джихан и Аля очень рассердятся на него и потребуют объяснений. С одной стороны, Аля будет винить себя, потому что Аля отправила эту фотографию своей матери из Канады. Вот почему он подумает, что раскрыл местонахождение Барана и что он виноват в его смерти, и будет винить себя и будет опустошен. Джихан не отступит от этого дела и расследует, действительно ли Фикри Ханем сделала что-то подобное ради денег. С другой стороны, он попытается выяснить причину, по которой Халис убил Барана, и его наказание. Однако Аля определенно не поддерживает убийство Джихана.
Джихан Баран очень расстроен из-за смерти своего брата, но он будет очень расстроен из-за того, кто его убил. Халис, который, как предполагалось, был лучшим другом их отца, вел себя совсем не как друг. Убив одного из своих сыновей, он попытался ударить ножом в спину другого сына. Когда Джихан вспомнит об этом, он сойдет с ума и не сможет сдержать слез. Когда они становятся слишком эмоциональными, они обнимают друг друга и пытаются найти утешение, пока Аля плачет. Можно сказать, что это первое искреннее объятие между Алей и Джиханом. Когда Джихан подумает, что Халис очень плохой человек и что он может легко лгать, он подумает, что Фикри Ханем говорит правду и скажет, что она невиновна. Пока Аля беспокоится о том, как она будет защищать своего сына, Джихан пообещает, что он потерял жизнь, мой брат, и этот ребенок назвал меня отцом, и я защищу его от всего зла ценой своей жизни. Несмотря на то, что эти слова вселяют мир в сердце Алии, она продолжает бояться, что в любой момент может произойти что-то плохое. Джихан пережил так много плохих вещей одно за другим, что единственное, что было для него хорошим, это Денис и Аля, поэтому он продолжит защищать их, как будто это его жизнь, и приложит все усилия, чтобы стать семьей. Джихан не сможет сразу рассказать о происходящем своей матери, братьям и сестрам. Поскольку они уже преодолели совсем свежую печаль и переживают счастье от того, что Наря выздоровела, они не захотят, чтобы их радость была испорчена. Конечно, их общение с Алией, их разговоры с госпожой Фикрией и выражения их лиц со временем выдадут себя. После того, как Джихан не захочет, чтобы Аля убила Халиса, он приложит все усилия, чтобы усложнить ей жизнь и не дать ей даже выйти из тюрьмы. В то же время, выполняя эти задания, он также попытается выяснить, с кем он связан и знал ли Экмель, почему он убил Барана. После операции дела пошли плохо, потому что Аскан не сказал врачу, что был пьян, когда отдавал печень Наре. Поскольку Аскан не хотел отказываться от Нари, он, возможно, подумал, что если эта женщина не останется с ним, то он должен, по крайней мере, отдать свою печень и умереть, как будто это была попытка самоубийства. И, несмотря на долгие усилия врачей, Аскан умрет и попрощается с сериалом. После этого Нария начнет быстро восстанавливаться. На самом деле, он будет чувствовать себя настолько хорошо, что его выпишут. Хотя кажется, что на их пути не осталось никаких препятствий, они не смогут сразу быть вместе с Шахином. Они дождутся, пока траур Оскана закончится и ему исполнится 40 лет, и при поддержке Джихана они воссоединятся и поженятся. Хотя сегодня мы не одобряем кровнородственные браки, и с медицинской точки зрения они не считаются правильными, такие браки все еще практикуются в восточной части нашей страны, чтобы дети не попадали к иностранцам. Я прекрасно помню, что рассказывала тебе, что Зерин забеременела от Каи еще до того, как вышла замуж за Демира. И наконец появится Зерин и скажет, что она носит ребенка Каи, и попросит Демира оставить ее. Но Демиру это понравится больше. Он захочет свести Каю с ума, как будто она его собственный ребенок. Ей особенно понравится следить за тем, чтобы ребенок слышал слова Каи, и наблюдать, как Кая расстраивается. Хотя Зерин надеется, что, возможно, он бросит ее, когда узнает о ребенке, ситуация начинает ухудшаться. Услышав о ребенке, Кая может подумать, что Зерин действительно махнула на него рукой. Я думаю, что госпожа Фикрии попытается застрелить Халис Бея, когда Алия заболеет вместе с ним, отобрав оружие у находящихся там офицеров. Конечно, поскольку там слишком много тюремщиков, успеха в этом отношении он не добьется. Хотя Джихан не может вмешаться, оставив Алию лежать без сознания у него на руках, офицеры выхватывают пистолет из рук Фикрии Ханем и немедленно уводят Халиса оттуда. Когда Джихан и Аля остаются одни, Аля очень переживает за своего сына Дениза и спрашивает, от кого и от чего она будет защищать своего сына. В этот момент Джихан в гневе начинает плакать и кричать, что он ничего не знает. «Я потерял брата и узнал, что его убийца был нашим лучшим другом, которому нас доверил отец. Я не знаю, от кого держаться подальше, но я никогда не оставлю ребенка, который называет меня отцом, он будет плакать и говорить, что я защищу его ценой своей жизни». А когда Аля начнет плакать, они обнимут друг друга.
Я знаю, что мы все долго ждали этого момента, я знаю, вы даже хотите, чтобы они стали ближе, я думаю, этот момент скоро наступит. Я думаю, мы очень скоро увидим, как наша прекрасная пара станет семьей. Пока Майн искала свой шкафчик с помощью ключей, которые ей оставил Угор, она упала с высоты, и я думаю, что ее ребенок тоже упадет. После падения он запаниковал из-за боли в животе и позвонил своему врачу Дженку, чтобы тот приехал и забрал его. И я думаю, что вся эта чушь с беременностью Майн наконец-то закончилась. Теперь для Джихана и Алии нет никаких препятствий жить своей любовью и привязанностью. Как вы думаете, Джихан и Аля станут ближе? Будет ли у моего ребенка выкидыш или будет только риск выкидыша? Сможет ли Майн найти информацию, оставленную Угуром? Смогут ли Зеррин и Кая воссоединиться? Убьет ли госпожа Фикри и Халиса Короглу? Станет ли госпожа Садакат более спокойной и сознательной матерью после инцидента с Нари? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.